Всем чао-чао. Меня зовут Кичигин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура, ландшафтный скетчинг и архитектурный скетчинг. И вот сегодня мы будем рисовать вот такую вот штуку. Я проведу вас по этой истории, вы берите листик, повторите вместе со мной. И это прекрасный способ научиться. Смотрите в описании к этому видео, много плейлистов на различные темы рисования по ландшафтному архитектурному скетчингу, по проектному скетчингу, по разбору, генерированию, осмыслению и развитию проектов, все про ландшафтную архитектуру. И вот это вот упражнение, которое я делаю постоянно, это рисование различных видов города, видов местности, архитектурных деталей и элементов города, элементов того, где живут люди, чем они занимаются, и как это было создано исторично. Для того, чтобы развиваться в этом отношении, я думаю, нужно очень хорошо понимать исторический контекст, и скетчинг — это великолепная для этого школа и практика. Если вы занимаетесь архитектурой или ландшафтной архитектурой, то, я думаю, вам будет очень полезно использовать вот эти вот моменты. Или если вы путешествуете, вы можете делать наброски, зарисовки в свой скетчбук, или как вам нравится, как вам удобней. Начинаю свой рисунок я с того, что делаю линейный вид всей этой местности, которую я хочу нарисовать, и очень-очень простыми формами, очень тонкими линиями. Но я стараюсь, чтобы они были тонкие. Я прорисовываю тот контекст, который вижу перед собой. Стараюсь ни в коем случае не детализировать, потому что это прямо будет очень долгая история. Следующий этап: я приношу воду на мой эскиз. Это водная кисть, аквабраш или ватербраш, кому как удобней. И я приношу туда воду. Так как чернила у меня водорастворимые, то они немножко растекаются, естественным образом создавая фон, текстуру. Воду я приношу туда, где у меня падают тени. Таким образом я создаю тенеобразование. У меня есть форма, общая простая форма. Принося воду и размывая чернила, я создаю такие вот характерные тенюшки. И это выглядит достаточно вкусно, потому что это более-менее хорошие материалы. Я использую тушь Winsor Newton, использую чертежное перо номер 40, советское. Такое раньше я использовал звездочку, но теперь я немножко перешел на другой вариант. Вот вы видите, я использовал салфетку. И эта бумага 280 грамм на метр. Палаццо, да, палаццо. Такая толстенькая, очень приятная. И, как вы видели, можно снимать оттуда краску. Это очень прикольно. Ты посадил лужу, и ты можешь убрать эту лужу с помощью салфетки. Внезапно. Вау. Это прям такой ценный эффект. И теперь делаю штриховку по форме. У меня первый этап — это контурная прорисовка рисунка. Второй этап — это тенеобразование с помощью воды и туши. И третий этап — это штриховка по форме. Вот такой вот финальный вариант получится, если пройти эту всю историю вместе со мной, подробно так и тщательно. Теперь переношу идею оконных проемов и сосредотачиваюсь на зелени, которая окружает мою композицию. Зелень, она такая довольно сепийная. Сепия и сепия. Как я понимаю, техника рисования такая, которую я часто использую, это гризайль, когда используется один оттенок цвета для того, чтобы рисовать все, что можно. И теперь делаю небольшую детализацию в тех местах, которые, как мне кажется, требуют для себя детализации. И обратите внимание, как симпатично работает с вот этим стилем рисования фактурная бумага, на которой вот сама фактура, текстура очень видна. И тушь, когда приходит на эту бумагу, то получается такой прям интересный, клевый эффект такого старинного рисунка. Я это очень люблю. И мне кажется, это очень стильно. И это отправляет нас в историю того, как делали наброски старинные мастера. Мне кажется, это очень круто. Вот такие моменты в деталях,
как работает тушь виндзоровская на такой бумаге и с помощью пера номер 40. Советское чертежное крутое перо. Ну, собственно, перехожу к написанию того, как называется этот элемент местности. И пером рисовать, вернее, писать, это тоже очень приятно и выглядит, мне кажется, очень-очень-очень хорошо. Такой эффект старинной графики, книжной графики. Плюс эта история может балансировать композицию в моем рисунке. По сути, блок текста — это тот же элемент композиции, который можно использовать. Ну и, конечно, подпись Кичиген Эдуард, 2019 год. И сейчас я опять полетаю над моим рисунком, чтобы вы могли в деталях рассмотреть, каким образом вот эти все вкусняшки работают. То, что может быть труднее заметить на фотографии или на видео, в таком достаточно большом удалении можно рассмотреть вот таким образом. И поэтому я создаю такую историю впечатлений между очень близкими планами и дальними планами, чтобы вы могли получить весь контекст того, как вкусно работает вся эта история. Ну и под разными углами тоже. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Кичиген Эдуард, и было приятно поскетчить. Смотрите в описании к этому видео много ссылок на другие плейлисты. Тоже пробуйте, повторяйте. Прямо сейчас повторяйте, зачем откладывать. Всем чао-чао.